Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Маяк на Иден Прайм был, видимо, сильно поврежден. В нем недоставало крупных фрагментов сообщения. Информация, переданная в сознание капитана, неполная. Вы уверены, что там нет никаких намеков, подсказок? Чего-то, что мы могли пропустить? Все, что я видела, вы уже знаете. Вы были правы насчет пожинателей. Протеан уничтожила раса разумных машин. Очевидно, что существует связь между пожинателями, исчезновением протеан и каналом, но я не видела ничего, что помогло бы нам. Какой наш следующий ход? Я сумела истолковать информацию, переданную вам в видении, по крайней мере уцелевшие фрагменты, но она не полная. У Сарена могут быть недостающие фрагменты. Он мог найти еще один маяк. Итак, вы оказались здесь. Командуете самой лучшей жестянкой во всем флоте Альянса. И вся галактика нуждается в вас. Никакого давления. Пусть я нужен галактике здесь, но вы нужны мне рядом. Боже мой! И как только такие фразы вам в голову приходят? Простите, я буду серьезней. Мне нужно время подумать. Мы сейчас на задании. Когда разделаемся с ним, все будет по-другому. Клянусь. Надеюсь, вы умеете ждать. Есть какая-то старая поговорка насчет ожидания и всего хорошего, да? Совести у вас нет. Вам бы все шутки шутить. Но я вас предупреждаю. Вне поля боя я тоже сущий дьявол. Уильямс, вы пойдете с соларианцами. И без подвигов, ясно? Слушаюсь, капитан. Я прикажу загрузить бомбу на борт Нормандии и дам вашей команде инструкции о том, как ее подорвать. Не думаю, что это вы. Есть сфера бытия, настолько далекая от вас, что вы не можете осознать ее. Я за рамками вашего понимания. Я властелин. Властелин не просто корабль пожинателей. Он и есть пожинатель. Черт, гены прислали подкрепление. Лейтенант, осторожно! В вашу сторону идет десантный корабль. Прости, Кайден. Я должен был сделать выбор.
Я не могу поверить, что Кайден не выжил. Как мы могли его просто оставить? Аленка знал, чем рискует. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти остальных. Лучше бы на его месте была я, капитан. Мне так тяжело. Простите, Эш. Я никогда не брошу вас. Просто не смогу. Вы же знаете. Я знаю, и я благодарна, но Кайден погиб из-за меня. Из-за нас. Эш, до чего вы хотите себя довести? Хотите стать мученицей, чтобы искупить вину своего деда? Это несправедливо! То, что с ним сделали военные и общественность, было нечестно. Но я не хочу терять вас из-за этого. Слушаюсь, Шепард. Капитан, простите, что прерываю вас, но у меня появилась мысль. Мне кажется, маяк, который вы нашли на базе Сарена, аналогичен маяку с Иден Прайм. Он может заполнить лакуны в вашем видении, а мне удастся помочь вам сложить все кусочки вместе. Вы снова хотите слить наши разумы? Ладно, приступайте. Расслабьтесь, капитан. Обнимите вечность. Невероятно. Я не думала, что образы могут быть столь яркими. Мне нужна минута, чтобы собраться с мыслями. Видение имело для вас какой-то смысл? Это сигнал бедствия. Его транслировали по всей Протеанской империи. В нем говорится о вторжении пожинателей, но предупреждение опоздало. А что же канал? Были и другие образы. Указания на места. Эти места мне знакомы по исследованиям. Ил. Канал находится на Иле. Вот почему Сарен хотел найти Мюри-транслятор. Это единственный способ попасть на Ил. Почему вы до сих пор не говорили нам об Иле? Мюри-транслятор ведет к десяткам звездных систем и сотням планет. Откуда мне было знать, что ему нужен именно Ил? Без шифра образы ваших видений были нечеткими. Я только сейчас узнала в них приметные места Ила. Нам надо попасть на Ил. Забудьте. Мюри-транслятор находится в системах термина. Там не любят ни корабли Альянса, ни спектров. Канал находится на Иле. Туда направляется Сарен. Я буду ждать его там, когда он появится. У Сарена будет целый флот на орбите Ила. Вы не сможете опуститься на поверхность без подкреплений. Вы должны предупредить Совет. Нам нужен флот, чтобы... Ох... Простите, слияние довольно утомительно. Мне надо пойти в лазарет и немного отдохнуть. Доктор Чаквас вас осмотрит. В этом нет необходимости. Мне просто нужен отдых. В каком-нибудь тихом месте. Здесь мы закончили. Вы свободны. Капитан, тут рядом есть буй связи. Могу наладить канал, если вы хотите доложить Совету Цитадели. Ну, типа, предупредить их о Властелине. Установите канал, Джокер. Они должны это знать. Соединяю. Капитан Шепард, я рада, что ваша миссия на Вермайере была успешна. Сарен представляет угрозу и без армии Кроганов. Эти Кроганы должны были стать слугами Властелина. Пожинателя. Да, вы упоминали об этом в своем докладе. Властелин. Разумная машина. Настоящий искусственный интеллект. Это тревожная новость, если она окажется правдой. Властелин. Пожинатель. Сарен признал это. Он играет с вами, Шепард. У Сарена остались контакты на Цитадели. Вероятно, он видел ваши прежние донесения. Те, в которых речь шла о ваших видениях и о пожинателях. Весьма вероятно, что Сарен дезинформирует вас, чтобы лишить равновесия. Наша разведка не сообщает никаких подобных данных. Я пытался предупредить вас о Сарене. Вы тогда не поверили мне. И вот что случилось. По-моему, у вас, людей,
Есть поговорка. Даже сломанные часы дважды в сутки показывают верное время. Рано или поздно вам придется принять мои слова на веру, советник. Постарайтесь взглянуть на вопрос с нашей точки зрения. Саран – угроза, которую мы признаем. Однако пожинатели существуют лишь в ваших видениях. От наших решений зависят триллионы жизней. Мы не можем руководствоваться обвинениями кого-то одного, даже Спектра. Нужны существенные доказательства. Совет не может принять какое-либо официальное решение. Для этого мы и создали группу спектров. Вы уполномочены поступать, как считаете нужным. Если вы считаете Властелин реальной угрозой, предпримите любые шаги, чтобы остановить его, а равно и Сарана. Удачи, капитан, от всех нас. Капитан, я знаю, что вам там пришлось нелегко. Делать выбор между Оленко и Уильямс — это, наверное... Простите, сэр. Я не знаю, смог бы я сам это сделать. В такой ситуации верного выбора нет. Я лишь надеюсь, что мне не придется вновь пройти через это. Я вас не виню, капитан. Просто... херовая ситуация, все понятно. Ничего не поделаешь. Сарен все еще на свободе, Джокер. Держите себя в руках. Вы нам нужны. Не беспокойтесь, я не подведу. Я хочу быть рядом с вами, когда вы прижмете этого сукиного сына. Капитан, Я насчет лейтенанта Оленко. Как вы? Держитесь? не то чтобы мне стало лучше. Простите за все, что я там наговорила. Я просто не хочу, чтобы у меня на руках была кровь. А это была моя вина. Послушайте меня, Уильямс. За эту миссию отвечаю я. Приказ был отдан мной, а не вами. Он погиб из-за меня. Забавно. Мне совсем не страшно умереть за Альянс. Но если я подумаю, что кто-то умрет за меня... Разрешите, я спрошу, как вы пережили свои потери на Элизиуме? Моя обязанность была вывести всех живыми. Я ее не выполнил. И поклялся, что больше такого не будет. Так же и тут. Я буду его помнить и стараться ради него. Да. Пожалуй, это все, что мы можем. Спасибо за совет, Шкипер. Что вы думаете о последней миссии? Нас ждет тяжелая схватка. Флоты ИИ дредноутов, которые десятки раз уничтожали всю разумную жизнь? Шансы не в нашу пользу. У нас есть преимущество. Мы теперь знаем об их приближении и об их способностях к внушению. Я не собираюсь лечь и умереть, Шкипер. Об этом не волнуйтесь. Но я пеший боец. Против пожинателей моя винтовка, что рогатка. Мне в этой войне места нет. И меня бесит, что я не смогу отстреливаться. Поговорим позже, Уильямс. Буду ждать, Шкипер. Капитан, я хочу сказать спасибо. За что, Гарус? За все. Что вы меня взяли с собой, приняли в свою команду, я многому научился. Много думал о том, что вы говорили. О немедленной ликвидации угрозы, любой ценой. Вы были правы. И насчет доктора Салиона вы тоже были правы. Убить его было единственным выходом. Так он точно никому больше не причинит зла. Слова ничего не значат, пока не превратишь их в поступки. Что вы собираетесь по этому поводу делать? Я хочу подать заявку и учиться на Спектра. Отца это, наверное, убьет, но я должен попытаться. Если не получится, буду делать что угодно, но в СБЦ не вернусь. Хватит с меня. Хватит канцелярщины. Хватит политики. Отныне я буду поступать по-своему. Рад, что вы так думаете. Не забудьте об этом, когда мы встретим Сарана. Не волнуйтесь, капитан, не забуду. Капитан, на Вермайере было жарко. Вы сделали то, что должны были. Я уважаю ваш выбор. Я ценю то, что вы сделали, Рекс. Я этого не забуду. Постарайтесь, чтобы оно того стоило. Сарен должен заплатить за все, что сделал. Скоро мы его догоним, и он ответит за свои преступления. Если бы я что-то решал, ему бы пришлось не просто ответить за них.
До встречи, Рекс. Шепард. Было честью работать с вами, капитан Шепард. Несмотря на потери, миссия увенчалась успехом. Действия лейтенанта Оленко не останутся незамеченными. Его жертва принесла человечеству уважение моего народа. Кайден был хорошим офицером. Он знал, чем рискует, но сделал то, что был должен. Конечно. Такова мрачная реальность, которую должен принять каждый солдат. Будьте уверены, капитан. Я и мои люди не забудут подвиг, который вы совершили. Мы покинем ваш корабль при первой же возможности. Надеюсь, когда-нибудь нам еще случится поработать вместе. Я сообщу об этом своему руководству. Вы получили союзника в лице народа соларианцев. Я благодарен вам, капитан. Большинство командиров просто бросило бы наш отряд. Капитан Кирахи считает, что миссия увенчалась успехом. Я согласен с его суждением. Рад, что смог помочь. Желаю удачи, капитан Шепард. Зашли меня проведать, капитан? Выглядите вы гораздо лучше. А как себя чувствуете? Доктор Чаквас обещала поставить меня на ноги. Она превосходно разбирается в физиологии Азари. Вы в хороших руках. Доктор Чаквас свое дело знает. Я думала о Сарене. Знаете, мне стало его немного жаль. Он последний, кого бы я стал жалеть. Он оказался в плену своего собственного разума, чувствует, как властелин пожирает его собственную личность, но не в силах это прекратить. Не знаю, как он попал в ловушку властелина. Думал, что ему удастся не дать пожинателям вернуться? Или им просто двигала жажда власти и славы? Каковы бы ни были побуждения Сарена, они уже не важны. Его нужно остановить. Да, пожалуй, вы правы. Может, он и жертва властелина, но он же и угроза всей известной нам жизни. Давайте не будем тратить время на разговоры о Сарене. Нам и так приходится гоняться за ним по всей галактике. Мне пора. До свидания, капитан. Я передал на Цитадель текущий отчет, капитан. Нам подтвердили сбор подкреплений. Посол Удина хочет, чтобы мы вернулись на Цитадель. Совет собирает межрасовый флот против Сарена и его гетов. Я знал, что они опомнятся. Возвращаемся на Цитадель, Джокер. Я хочу, чтобы этот флот возглавляла Нормандия. Есть, сэр. Прекрасно, Шепард. Благодаря вам Совет предпринял реальные действия против Сарена. Посол прав. Если Сарен настолько глуп, чтобы атаковать Цитадель, как вы полагаете, то мы будем готовы встретить его. У каждого ретранслятора, связывающего пространство Цитадели с системами термина, поставлены патрули. Сколько кораблей вы послали в атаку на Ил? Капитан, добраться до Ила можно только через МЮ-ретранслятор в глубине систем термина. Если мы пошлем туда флот, то единственным возможным исходом будет начало войны. Время проявить осторожность, капитан. Главное оружие Сарена — это секретность. Если он начнет действовать в открытую, его планам конец. Его главное оружие не секретность, а канал. Сарен — мастер манипулировать сознанием. Канал — это отвлечение, призванное замаскировать его настоящий план — напасть на Цитадель. Настоящая угроза — это властелин, а Сарен всего лишь слуга пожинателей. Пожинателей видели только вы. Лишь в ваших видениях. Мы не можем вторгаться в системы термина из-за того, что вам привиделось. Один корабль в системах термина
не станет поводом для войны. Я буду соблюдать осторожность. Вы активировали ядерное устройство на Вермайере. Я бы не назвал это осторожностью. В Траверсе ваш стиль вам помогал, мы признаем это, капитан. Но Ил требует более деликатного подхода. Ситуация под контролем. Если Сарен найдет канал, мы все пропали. Нам нужно добраться до Ила. Посол Удина, у меня такое чувство, что капитан Шепард так просто это не оставит. Примите во внимание важные политические последствия, Шепард. Благодаря вам человечество сделало шаг вперед, но вы доставляете больше хлопот, чем следует. Подонок! Вы предали нас! Это политика, капитан. Вы сделали свою работу, теперь позвольте мне сделать мою. Мы блокировали системы управления Нормандией. Таким банальным образом, до получения соответствующих распоряжений, вы остаетесь здесь. Вы сошли с ума. После всего, что я для вас сделал, вы до сих пор мне не верите? Я считаю, вам с командой сейчас лучше удалиться. Пока что вы здесь не нужны. Совет поступит так, как решит нужным. С моей помощью, разумеется. Ненавижу, когда я права. Я думал, они меня послушают. Подумают. Оптимистично с вашей стороны, шкипер. В такие времена оптимизм дорого дается. Совет привык быть самым взрослым ребенком в песочнице и не хочет верить, что скоро придет мама и всех заберет. И съест, надо думать. Мне плевать, если придется идти к президенту Хуэрте. Я не буду сидеть и ждать, пока пожинатели начнут убивать людей. Что бы вы ни решили, можете рассчитывать на меня. Я знаю, что я не самый простой в общении человек, так что я кое-что для вас сделаю. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Что бы вам ни понадобилось, я помогу. Ну вот, сама это сказала. Хана моей женской загадочности. Я чертову уйму времени провел, пытаясь вас разгадать. И я тоже хочу, чтобы вы были счастливы. Это в ваших интересах. Простите, что перебиваю. Вам сообщение от капитана Андерсона. Что ему нужно? Просит встретиться с ним в клубе Сверхновая. Это в жилых секторах. Пафосное местечко. Кажется, что-то важное. Вы бы сходили. Когда я первый раз попала на цитадель, меня 3 часа допрашивали в СБЦ, прежде чем разрешить войти в жилые сектора. Праздничные мероприятия пройдут в честь годовщины окончания Рахнийских войн. Расы Совета, в особенности Азари и Соларианцы, проведут военные парады, посвященные победе над Рахни. Несколько колоний Азари, признавая свой долг перед Кроганами, благодаря которым победа стала возможна, пригласили их представителей на запланированные торжества. Хорошо, что вы пришли, Шепард. Я слышал, что случилось. Нормандию заблокировали. Да, я в курсе. Только я не смог вас предупредить. Не было никакого способа передать вам сообщение до посадки. Я понимаю, вы сейчас в бешенстве. Но деваться некуда. Они думают, что все уже позади, но мы-то знаем, что это не так. Вам нужно лететь на Ил. Нельзя, чтобы Сарен воспользовался каналом. Незамеченным пролететь в системы термина я могу только на одном корабле.
но он намертво заблокирован здесь. Цитадель заблокировала управление Нормандией. Но если отменить команду блокировки, можно вернуть корабль к жизни. Вы окажетесь в системах термина до того, как вас хватится. Если мы украдем Нормандию и улетим, отвечать за все придется вам. А если Сарен найдет канал, то жизни, какой мы ее знаем, придет конец. Пожинатели уничтожат нас. Людей, Азари, всех. Остановить его только в ваших силах, Шепард. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы вы улетели на Нормандии с этой станции. Похищение Нормандии — это мятеж. Что если экипаж меня не поддержит? Нормандия теперь ваша. Ее экипаж последует за вами хоть к черту на рога. Мы оба знаем это. И каков же план? Я могу разблокировать Нормандию с одного из терминалов в центре управления Цитадели. У вас будет несколько минут, прежде чем кто-то поймет, что происходит. Но это закрытая зона с вооруженной охраной. Как вы проберетесь мимо охранников? Это моя забота. Главное, будьте на борту Нормандии, когда я сниму блокировку. Должен быть другой способ. Приказ о блокировке корабля отдал посол Удина. Если взломать его компьютер, то, возможно, получится его отменить. Вряд ли он так просто позволит вам ворваться к нему в кабинет и взломать компьютер. Надеюсь, его там не будет. В противном случае я что-нибудь придумаю. Удина этого вам не простит, капитан. Вас обвинят в измене, а она карается смертью. У нас небогатый выбор. Я проникну в компьютер посла или попытаюсь пройти мимо охранников в центре управления. Выбор за вами, капитан. Я проникну в кабинет посла. Он замешан в этом лично. Ну что, готовы рвать когти со станции, капитан? Еще как готов. Я займусь блокировкой, а вы отправляйтесь на Нормандию и скажите Джокеру, чтобы был наготове. Я слышала, что некоторые люди злятся на кварианцев после атаки на Эйден Прайм. Ведь это вы создали гетов? Геты повинны в смертях миллионов. Они выгнали нас из нашей системы. Большинство кварианцев считают, что мы уже заплатили за свои ошибки. А может, то, что вы боретесь с Сараном вместе с нами, изменит мнение людей о вас? Андерсон? Что вы здесь делаете? Я не посылал. Вытаскивай нас, Джокер, быстро! Верить не могу, что мы похитили Нормандию. Нас всех ждет трибунал, если ничего не выйдет. Черт, но мне нравится эта авантюра. Ах ты черт! Погони не видно? Я-то надеялся, совет пошлет за нами хоть пару кораблей. Мне так хотелось испытать Нормандию. Заставить красотку попотеть по-настоящему. Сарен все еще на свободе. Скоро у нас появится шанс поиграть в прятки с Властелином. А что-то у вас голос не очень веселый, когда вы об этом говорите, капитан. Да, так вам нужно что-нибудь? Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Это так странно, скрываться от Альянса. Экипаж всем пожертвовал ради вас, Шепард. Не подведите нас. Все скоро кончится, Шепард. Так или иначе.
капитан? Поговорим позже, Уильямс. Буду ждать, шкипер. Похитить корабль Альянса — рисковое дело. Но я с вами, Шепард. Это меньшее, что я могу. Все остальные считают, что я спятил. Иногда сойти с ума — лучший выход. Надеюсь, нас цапают не раньше, чем мы доберемся до Сарена. Мы разделаемся с ним вместе. Вы нас вытащите, Шепард. До встречи, Рекс. Шепард. Не верится, что мы похитили Нормандию. То есть, после всего, что вы мне говорили, я не удивлен. Но все же... У вас взволнованный голос. Нет, не очень. Если вы ошибаетесь, мы за это заплатим. Но если правы, а мы ничего не сделаем, мы пожалеем гораздо сильнее. Надеюсь, мы поймаем Сарена прежде, чем они поймут, что мы сбежали. Поймаем. Просто будьте наготове. Да, капитан. Слышал, мы направляемся в системы термина, капитан. Не волнуйтесь, сэр. Нормандия чертовски классный корабль. Вывезет лошадка, не подкачает. Мы беглые преступники. Вот это приключение, Шепард. Интересно, что совет с нами сделает, если мы попадемся? Ваш отец должен иметь вес в политике. Он не даст им бросить свою доченьку в тюрьму. Вы не знаете моего отца. Для нашего народа угон корабля – тяжкое преступление. Он первым захочет нас казнить. У нас есть проблемы посерьезнее, чем ваш отец. Например, Сарен и пожинатели. Это верно. Вы хотели поговорить о чем-то еще? Мне нужно идти. Увидимся. Шкипер? Не называй меня так. Я теперь предатель. Мне даже эту форму нельзя носить. У нас не было выбора, Шепард. Ты сам знаешь, другого пути нет. И для меня ты навсегда останешься шкипером. О, капитан, мой капитан. Сначала Альфред Теннисон, теперь Уолт Уитман. Ты полна сюрпризов. Папа любил всех этих сентиментальных поэтов, а мама предпочитала Сильвию Плат. Я не красноречива, Шепард. Другие могут сказать лучше то, что я имею в виду. Мы мятежники. Летим на похищенном корабле в самую враждебную систему галактики. Скажем просто, что мы лучшие представители человечества. Приходится все время себе напоминать, что мы поступаем правильно. Причем я сам себе не верю. Тогда поверь мне, ты поступаешь правильно. Смерть скроет все, но до конца успеем мы подвиг благородный совершить, людей с богами бившихся достойный. Мы еще попадем домой, Шепард. Я верю, ты нас выведешь. О, капитан, мой капитан. Эш, я не всегда хочу быть командиром. Иногда я предпочел бы быть простым мужчиной. Это какое-то признание, Шепард? У меня есть идея получше. Что, если я буду командовать? Я всю жизнь за что-то сражаюсь. Так что пришлось о многом забыть. И все это время мне ни разу не казалось, что я стою того, за что дерусь. Мне с тобой хорошо. Останься сегодня со мной, Эш. Храбрые слова, Шепард. Я люблю храбрых. Это не соревнование, Эш. Все не так просто, Шепард. Но ты научишься. Ну что ж, похоже, мы нашли еще один способ делать зарядку. А ты удивишься, если я скажу, что в первый раз за много месяцев мне кажется, что с галактикой все в порядке. Да? Мостик капитану Шепарду. Мы в 5 минутах от Мюри-транслятора.
Дела зовут. Поднимайтесь на мостик, шкипер. Пришла пора заняться другими орудиями. Эй, Шепард. Что бы там ни случилось, я хочу сказать... Нет, знаешь что? Я ничего не скажу. Если ты захочешь это услышать, тебе придется вернуться ко мне. Капитан, мы не одни. Их датчики уже засекли нас. Стелс-система работает. Они понятия не имеют, что мы здесь, если только мы не высунемся, чтобы нас стало видно. Тут что-то странное на поверхности планеты. Снижаемся, Джокер. Отметьте координаты. Никак невозможно, капитан. Ближайшая зона высадки в 2 километрах. Пешком нам не успеть. Ищите что-нибудь поближе. Ближе ничего нет. Я уже смотрел. Выбросимся в Мако. Для такой выброски нужно хотя бы 100 метров ровной поверхности. А там самое большое 20. 20 метров? Нам в жизни не высадиться. Нужно попробовать. Ищите другую зону высадки. Другой зоны высадки нет. Угол спуска слишком крутой. Это единственный вариант. Это не вариант. Это самоубийство. Мы не... Я справлюсь. Джокер. Без паники. Я справлюсь. Всем собраться и спуститься к Мако. Джокер, выбросите нас прямо на голову этому гаду. Вы двое шевелитесь. Внутрь. Быстрее. Мы должны попасть внутрь бункера до того, как Саран найдет канал. Грубой силой мы эту дверь не откроем. Саран как-то смог ее открыть. Где-то внутри комплекса должна быть кнопка, которая отключает защиту. Нам надо найти способ снова ее активировать. Тут до сих пор есть подача энергии. Наверное, собственный генератор. Скорее всего, это центр управления всем комплексом. Похоже, Саран и его компания заблокировали дверь после того, как вошли внутрь. Если мы хотим попасть в бункер, надо придумать, как отключить блокировку. Скорее, у Сарана уже преимущество. Мы должны его найти до того, как он доберется до канала. Если уже не добрался, тогда мы идем прямо в ловушку. Нам придется рискнуть. Подождите, что-то происходит. Слишком поздно. Невозможно. Флоты вторжения. Спасения нет. Похоже на какое-то сообщение. Но я не узнаю этот язык. Скорее всего, это протеанский. Записи должно быть 50 тысяч лет. Неудивительно, что мы не понимаем. Сообщение фрагментировано, но некоторые слова я узнаю. Это предупреждение о вторжении пожинателей. Невероятно. Значит, шифр передал вашему разуму понимание протеанского языка?
Что он говорит? Вы можете что-то разобрать? Вторгаются пожинатели. Цитадель сокрушен. Единственная надежда — акт отчаяния. Канал. Все потеряно. Там что-то говорится о канале, но разобрать ничего нельзя. Надо идти. Не остановить! Не остановить! Я думала, Саран устроит нам какую-то ловушку или засаду, но, наверное, он слишком спешил. Или мы в нее еще не попали. Что это такое на стенах? Какие-то контейнеры? Похоже на анабиозные камеры. Наверное, протеане пытались сохранить себе жизнь с помощью криогенной заморозки. Но что-то пошло не так. Бункер стал для них могилой. Камеры не работают, а все, кто в них, мертвы. Неужели все мертвы? Этих камер здесь сотни. Что Саран думал здесь найти? Тут ничего не осталось, кроме трупов. Что происходит? Это ловушка. Саран подстроил нам засаду. Не думаю, что за этим стоит Саран. Как по-вашему, что мы тут найдем? Если это было оставлено здесь для нас, вероятно, это что-то полезное. Я не верю, что хоть кто-то или что-то еще на нашей стороне. Больше не верю. Вы не протеане, но и не машины. Эта вероятность также была предусмотрена среди прочих. Поэтому мы оставили предупреждение с помощью маяков. Похоже, это какая-то ВИ-программа, причем сильно поврежденная. Я не ощущаю ни в одном из вас следов внушения, в отличие от тех, кто недавно проходил здесь. Возможно, надежда еще есть. Погодите минутку. Как так получилось, что я вас понимаю? А почему вы говорите не на протеанском языке? Я отслеживал ваши переговоры с момента, как вы вошли в комплекс. Я перевел свою речь в понятный для вас формат. Я страж. Здесь вы в безопасности. Пока. Но все может измениться. Скоро безопасности не будет нигде. Вы какая-то программа искусственного интеллекта? Я неорганическая аналитическая система, несущая слепок личности Ксада Ишана, главного смотрителя исследовательского комплекса на Иле. Зачем вы меня сюда привели? Вы должны нарушить цикл, продолжавшийся миллионы лет. Но чтобы его прервать, вы должны сначала понять его, или вы совершите те же ошибки, что и мы. Цитадель — сердце вашей цивилизации, столица вашего правительства. Тем же самым она была и для нас, и для всех, кто был до нас. Но Цитадель — это ловушка. Эта станция — огромный ретранслятор. Он ведет в темный космос, пустую бездну за горизонтом галактики. Когда ретранслятор включится, оттуда выйдут пожинатели. Все, что вы знаете, будет уничтожено. Почему никто не замечает, что Цитадель — это отключенный ретранслятор? Пожинатели позаботились о том, чтобы скрыть главные секреты Цитадели. Для этого они создали органическую расу якобы мирных хранителей. Хранители поддерживают основные функции станции. Они позволяют всем расам, которые найдут Цитадель, пользоваться ею без полного понимания ее технологий. Все расы полагаются на хранителей, и это обеспечивает то, что они не могут раскрыть подлинную природу Цитадели, пока ретранслятор не включается и не приходят пожинатели. Как пожинатели выживают в темном космосе? У нас есть только теории. Здешние ученые пришли к выводу, что для сохранения энергии пожинатели входят в длительные фазы бездействия. Это позволяет им прожить тысячи и тысячи лет,
пока не восстановится органическая цивилизация. Но в этом состоянии они уязвимы. Уходя за пределы галактики, они добиваются того, чтобы никто случайно не наткнулся на них. Их существование остается тайной, пока не включается ретранслятор Цитадель. Пожинатели смогут уничтожить Совет и весь флот Цитадели одним неожиданным ударом. Такова была и наша судьба. Наши предводители погибли прежде, чем мы успели понять, что атакованы. Пожинатели захватили контроль над Цитаделью, а через нее и над всеми ретрансляторами. Связь и перевозки по всей нашей империи были нарушены. Каждая звездная система отрезана от остальных. Мы стали легкой добычей для флотов пожинателей. Затем пожинатели систематично истребили наш народ. Планету за планетой. Систему за системой они постепенно смели нашу цивилизацию. Война была проиграна. Если бы вы сдались, они могли сохранить вам жизнь. Нам не предлагали сдаться. Наш враг имел лишь одну цель — уничтожение всей развитой органической жизни. Заняв Цитадель, пожинатели получили все наши записи, карты, данные переписи. Информация — это сила, а они знали о нас все. Их флоты прошли по всем обитаемым районам галактики. Часть планет была целиком уничтожена. Другие они захватили и обратили население в рабство. Эти рабы, находившиеся под внушением, стали тайными агентами пожинателей. Другие протеане принимали их как беженцев, а те предавали их машинам. За несколько столетий пожинатели убили или поработили всех протеан галактики. Они были жестоки, безжалостны и неумолимы. Я не понимаю, куда же делись пожинатели после того, как завоевали ваш народ? Наши планеты стали голыми. Рабы, подвергшиеся внушению, опустошили их. Они забрали все ценное, все ресурсы, все технологии. Удостоверившись в том, что развитой органической жизни больше нет, пожинатели удалились через Цитадель назад в темный космос и закрыли за собой дверь. Были уничтожены все свидетельства вторжения. Остались лишь брошенные ими рабы. Хаски — безмозглые пустые оболочки, не способные к самостоятельному мышлению. Вскоре они вымерли. Геноцид протеан завершился. Что с этого имеют пожинатели? Почему они вновь и вновь повторяют геноцид? Пожинатели — чужой и непостижимый народ. Возможно, им нужны рабы или ресурсы. Но, скорее всего, ими движут мотивы и логика, которые не поймет ни одно органическое существо. В конце концов, важно ли это? Чтобы выжить, вам надо остановить их, а не понять их. Вы сказали, что привели меня сюда с какой-то целью. Скажите, что я должен сделать. Канал — это ключ. Накануне нападения пожинателей мы, протеане, были на грани того, чтобы раскрыть тайну технологии ретрансляторов. Ил был сверхсекретной базой. Здесь наши ученые пытались воссоздать ретранслятор в миниатюре. Он был напрямую связан с Цитаделью, узлом сети ретрансляторов. Канал — это не оружие. Это потайной ход на Цитадель. Как вам удалось остаться ненайденными? Официальные данные о нашем проекте были уничтожены в начале нападения на Цитадель. Протеанская империя рухнула, но Ил уцелел. Мы прерывали все сообщения с внешним миром и погрузились во мрак. Персонал ушел под землю в эти архивы. В целях экономии ресурсов все погрузились в анабиоз. Меня оставили следить за происходящим и пробудить сотрудников, когда опасность пройдет. Но уничтожение целого вида — это длительный процесс. Шли годы, десятки лет, сотни. Пожинатели не уходили, а мои запасы энергии убывали. Надо было сражаться. Нас было несколько сотен против галактического флота вторжения. Единственная надежда была на то, что нас не обнаружат.
Я стал отключать жизнеобеспечение тех, без кого можно было обойтись, начиная с младшего персонала, одного за другим. Это позволило сэкономить энергию. В конце концов остались лишь анабиозные камеры главных ученых. Даже им уже грозила опасность, когда пожинатели наконец ушли через ретранслятор Цитадели. Там были сотни анабиозных камер. Вы просто их все отключили? Вы убили их? Вы были запрограммированы защищать их, а не убивать. Такой исход тоже предусматривался. Мои действия — результат условий, заложенных в программу при моем создании. Уверен, тем, без кого можно обойтись, об этих условиях не сказали. Я спасал ключевой персонал. Когда пожинатели ушли, главные ученые были еще живы. Мои действия — единственная причина, по которой сохранялась какая-либо надежда. Когда ученые пробудились, они поняли, что протеанская раса обречена. Нас осталось всего несколько десятков, слишком мало, чтобы поддержать жизнеспособную популяцию. Но они поклялись найти способ не дать пожинателям вернуться, навсегда прервать цикл. Им было известно о роли хранителей. Я так и не могу понять, что здесь происходит. Почему Сарен пытается найти канал? Канал даст ему доступ к Цитадели и Хранителям. Хранителями управляет Цитадель. Каждый раз перед вторжением через станцию проходит сигнал, который заставляет Хранителей включить ретранслятор. После долгих лет напряженных исследований ученые нашли способ изменить этот сигнал. С помощью канала они получили доступ к Цитадели и произвели необходимые модификации. На этот раз, когда Властелин послал сигнал на Цитадель, Хранители проигнорировали его. Пожинатели заперты в темном космосе. У Сарена должен быть какой-то план исправить все, что вы сделали. Тот, кого вы называете Сареном, использует канал, чтобы обойти систему защиты Цитадели. Оказавшись внутри, он передаст управление станцией Властелину. Властелин отключит системы Цитадели и вручную включит ретранслятор. Цикл уничтожения начнется вновь. Я остановлю Сарена. Просто скажите, как? В моей консоли есть файл с данными. Возьмите с собой его копию. Когда доберетесь до главного пульта Цитадели, загрузите файл туда. Он нарушит протоколы безопасности Цитадели и временно даст вам контроль над станцией. У вас может появиться шанс против Властелина. Погодите, где находится главный пульт Цитадели? В первый раз о нем слышу. Воспользуйтесь каналом. Следуйте за Сареном. Он приведет вас к пульту. А что насчет маяка на Иден Прайм? И того, другого, на Вермайре? Зачем они нужны? В эпоху нашего расцвета маяки охватывали все пространство нашей империи. Они составляли единую общегалактическую сеть для быстрой передачи данных с планеты на планету. Во время вторжения практически все маяки были уничтожены. Но как только пожинатели ушли, те, кто выжил на Иле, решили рискнуть и отправить сообщение. Мы знали, что, скорее всего, больше никого не осталось. Но если вдруг был кто-то еще, мы хотели сообщить им об Иле, дать им надежду. Поэтому по сети было отправлено сообщение. А вас могли узнать пожинатели? Вообще-то мы сомневались, что хоть один маяк еще действует, но попробовать было нужно. Если были еще выжившие, мы должны были с ними связаться. Сообщение предназначалось для представителей нашего народа. Его код могло понять только органическое существо. Мы все еще не понимали силу внушения. Нам было невдомек, что сообщение может привести на эту планету агента машин, такого как Сарен. Но также оно привело сюда и вас. Так что, возможно, мы все же не ошиблись. Значит, когда пожинатели создали Цитадель, вместе с нею они создали и Хранителей? Предположительно, Хранители — это одна из порабощенных в глубокой древности цивилизаций. Возможно, первая из них. Возможно, они хорошо поддавались внушению, или просто пожинатели вывели эту послушную расу.
Как бы то ни было, их оставили следить за цитаделью. Но теперь хранители уже не находятся под прямым контролем властелина. Они эволюционировали так, что откликаются лишь на сигналы, издаваемые самой цитаделью. Когда протеане изменили сигналы цитадели, им удалось освободить хранителей от власти пожинателей. Они стали совершенно безвредными. Властелин, должно быть, понял, что органическими расами слишком сложно управлять. Это правдоподобная гипотеза. Хранители эволюционировали в неожиданном направлении. Неорганические слуги, такие как геты, более предсказуемы. Если пожинатели заперты в темном космосе, как властелин оказался здесь? Можно предположить, что после каждого сбора урожая пожинатели оставляют кого-то из своих в качестве агента, чтобы тот подготовил их неизбежное возвращение. Как и те, что ушли в темный космос, властелин, вероятно, провел последние 50 тысяч лет в состоянии спячки. Время от времени он мог просыпаться, чтобы анализировать ситуацию. Не показываясь никому на глаза, он оценивал состояние галактической цивилизации, а когда пришло время, подал сигнал цитадели, чтобы вызвать очередное вторжение. Но на этот раз сигнал не сработал. Хранители не отозвались на него. Союзники властелина остались запертыми в пустоте. Он оказался один и стал пытаться понять, что пошло не так. Властелин — самый большой корабль в галактике. Зачем все эти секреты? Почему нельзя просто атаковать цитадель? Властелин уязвим. Раскрыть свою природу значит для него объединить против себя все органические расы. Даже пожинатель не выстоит при таком соотношении сил. Но пожинатели терпеливы. Они не бросаются навстречу неизвестным. Властелин мог строить свои планы сотни лет, осторожно собирая себе союзников. Действуя через своих агентов, чтобы о нем не узнали, он постепенно собирал фрагменты мозаики. Сарен — самая очевидная пешка пожинателей, но вряд ли первая. Теперь же властелин осмелел. Не знаю, от самоуверенности или от отчаяния. Но он решил открыть портал в темный космос. Что стало с выжившими протеанскими учеными? С помощью канала они получили доступ к цитадели. Но канал — это всего лишь прототип. Портал работает только в одном направлении, так что они оказались заперты на станции. Я не знаю, что с ними стало потом. Вряд ли они нашли на станции воду или пищу. Боюсь, что они умерли страшной и медленной смертью. Мне лишь известно, что им удалось заблокировать ретранслятор. Ваше присутствие здесь означает, что их жертва была не напрасна. У Сарена и так уже большая фора. Забираем файл и уходим. Тот, кого вы называете Сареном, еще не добрался до канала. Еще есть надежда, если вы поторопитесь.